Это настолько революционная идея, да, в истории человечества не было. Вы 7 лет проработали в Apple. Им на самом деле не нужны умные люди. Мне удалось как PM за 4 месяца полностью иммигрировать один из их дата-центров. Тут я один его выпуск посмотрел про Силиконовую долину, да, Кремниевую. Просто вот меня стошнило. И, он тупой. Называется соцсеть «Консенсус». Зачем обогащать того же Цукерберга, Илона Маска или Дурова, да, тогда как мы, как пользователи, могли бы обогащать самих себя. Тот же Маск, например. Теперь Twitter, когда он купил, будет там абсолютная свобода слова. И где она? Когда ему удобно, там есть. Когда ему неудобно, он тупо банит. Мы в ТикТоке запустились, и люди начали мне отправлять скриншоты того, как они уже удаляли свой Твиттер, свой Инстаграм. Второй стартап тоже скоро запустим. Это по переводу денег там очень просто. Допустим, $1000 отправили из Америки, скажем, в Узбекистан. Ваши родные получат $1000. Джангир, добро пожаловать. У вас довольно-таки большой послужной список, и сейчас я узнал о новых данных, которых я ранее не знал, о вашем опыте в Microsoft. Вы из Узбекистана, Да. учились в Корее, переехали в Штаты, работали в пятерке, в Microsoft, как вы сказали, Apple, во многих других компаниях. В прошлом году ушли и сейчас начали свой стартап. Точнее, уже там практически год его ведете. У вас довольно-таки интересный взгляд на все вещи, особенно социальных сетей, на Цукерберга, на Маска, на Дурова, что вызывает восхищение и много вопросов. И, соответственно, добро пожаловать на мой подкаст. Я очень надеюсь, что сегодня мы проведем очень отличную беседу. И начнем все же с самого начала, для того, чтобы люди понимали, как вы сказали, вы вели довольно-таки приватный образ жизни. Начнем с того, кто вы, откуда вы и как это вся история началась, если коротко. Да, зовут меня Джахангир, родом я из Узбекистана, родился в городе Джизак, вырос в Ташкенте. В начале 2000-х я улетел в Южную Корею, отучился там лет 5, и где-то лет 10 назад была мечта построить свой стартап, технологический стартап, и повезло, прям специально поехал в Калифорнию, чтобы получить, я подумал, сначала получу опыт, потому что на тот момент жена была беременная, нужно было работать, и сразу я подался в IT-компании, в технологические, именно в Кремниевой долине. Я думал, поработаю я там пару лет, получу опыт и запущу свой стартап. Но как-то меня затянуло из-за того, что на тот момент, последние 10 лет, большой прорыв в технологическом секторе во всем мире, особенно в Кремниевой долине. И где-то на где-то 3-й год после того, как мы прилетели, мне повезло, устроился в именно Big Tech, да, вот так рос, развивался. В основном я работал как TPM, Technical Project Program Manager, иногда работал как Product Manager. В основном специализация у меня ERP-системы, то есть либо с нуля создавать custom in-house, то есть внутренние ERP-системы, либо их внедрять, если это SAP или другие. И в общем и в целом работа над проектами глобального масштаба, это инфраструктурные проекты, это проекты внутренние, в основном межорг, то есть большой корпорации, какие-то запускать бизнес-процессы, какие-то там, тулы, да, внутренние, полностью либо с нуля писать, либо их интегрировать, менять и так далее. А как опыт работы над таким проектом начался? То есть это же вы, как сказали, переехали в Калифорнию, там устроились в Big Tech компании, но это же там само по себе не получилось. Вы где-то же этот опыт набирались в Корее, здесь. Да, в Корее я работал, параллельно, когда я учился, я немного поработал в нефтяной компании, там большой конгломерат. До этого я работал немного в Дубае, и здесь у меня был некий бизнес, да, который
дал мне большой опыт. Этот бизнес, когда у меня этот папа умер, от него остался такой Семейный немного... бизнес. Да. Я так быстро посчитал, понял, что вообще бизнес не рентабельный. То есть, ну, как вот при Каримове много чего делали, чисто вот деньги крутились, а по ходу как бы какой-то прибыли не было, да. И там я как бы тоже получил опыт, да, такой существенный. Уже в Америке первая компания, в которой я работал, они делали всякого рода прототипы для Google, для того же Facebook. Один из больших проектов моих был этот Oculus. Если помните вот эти вот VR-очки, Да. тогда они Первые версии. только, да, вот Цукерберг вдохновился и купил их, если помните. Ага. И мы вот Это помогали. какой год? Где-то 2016. Окей, хорошо. Получается, вы начали с компании, которые делали прототипы VR-очков, ну, в целом, определенных Нет, они не инструментов. только VR-очков, а вообще вот все, что вот вам нужно, какой-нибудь новый инструмент, да, ну, например, вот взять этот микрофон, вы хотите какой-нибудь прям крутой, с новыми фичами, абсолютно новый продукт, как бы в сегменте микрофона. Вы отправляете технические задания, они дают вам прототип. Да, вот эти корпорации большие, они нанимают такие маленькие или среднего размера эти, скажем так, компании, да, которые специализируются на этом, да, то есть у них были как бы производственные эти инженерии там в Калифорнии, ну и в самом Китае, да, вот. Например, другой проект был, если помните, Google, вот эти вот, как типа Алисы, да, Окей. Alexa, Amazon, Да, Alexa, да. они спикер придумали, да, Да. и он такой был, там такой момент был, где пластмасса, но она горит под ней, да, то есть вот эту часть мы делали, правда, я не знаю, об этом я могу говорить или нет, но на тот момент это был секретный этот. А как вы пришли в целом в IT? То есть, условно таки, вы выросли в Узбекистане в те времена, когда IT не был сильно популяризирован. То есть сейчас он сильно агитируется и к нему идут. Но тогда это не было. Вы в Корее учились на... Нет, это в Узбекистане, я помню, в 98 году папа мне первый компьютер купил, и я очень увлекался там компьютерными играми, собирать компьютеры. Где-то в 99-м, кажется, я точно не помню, плюс-минус год, да, 2000-х, был такой NGO, да, то есть неправительственная организация, ну вот американская, да, и у них были разного рода проекты, то есть помогать населению Узбекистана. И там у них был центр, да, где они обучали компьютерным навыкам. Вот я там учился вначале, там, ну, как бы сначала базовые, потом Excel, да, потом... И в итоге в какой-то момент я устроился туда работать. И как это было, там меня просто за руки поймали, потому что я взломал их систему, будучи как бы подростком, да, ну, мне хотелось играть, мне хотелось доступ к интернету, да. Этот этап есть. На тот момент только в 2-3 местах был интернет в Узбекистане, да, то есть, да. И вот спасибо этим американским организациям, да, которые вот... И они поймали, они сказали, ты это взломал. Они, оказывается, наблюдали за мной уже, да. И я говорю, ну да. Сначала я отрицал, они сказали, если ты мы тебя на работу возьмем, потому что они, оказывается, столько денег потратили на покупку этого софтверного продукта, чтобы защитить, да. Я как-то вот чисто вот из любопытства из этого взломал, и вот с этого у меня любовь. В Южной Корее, когда я поступил, я сначала хотел computer science, именно как бы на факультет программирования но там большинство профессоров были корейцы, у них был ужасный английский, и корейский метод обучения там чисто зубрешь, и плюс вот те, кто выпускались, 4-й курс, да, ребята, да, которые там самые умные программисты, которые... Да, я с ними быстро познакомился, я говорю, а чему вы научились, да, к этому времени? 4 года вы потратили, да? И они сказали, ну вот мы
там на C++ калькулятор сделали, или там веб-сайт умеем делать, да, а эти вещи я и так умел, да, то есть я думаю, ну, нафига мне тогда тратить, и как раз вот я выбрал Business Administration, и параллельно, я помню, мой с Узбекистана, кстати, кореец, не буду его называть имени, он на юриста учился. И он приходил, типа, Джоха, у тебя такой английский хороший, помоги, напиши там сочинение или там term paper, да, по юриспруденции. И я ему писал, и он там приходил, слушай, я там на следующий день, он говорит, я получил там A, да, там A+. Я быстро понял, что как бы, ну, достаточно легко. И параллельно взял юриспруденцию, да, US and International. Два направления. Да, 2 направления. Наверное, жалею, что я все-таки сменил. Можно было потерпеть, получить фундаментальные знания по IT, да. Ну вот, кстати, советую всем. Сейчас, наоборот, советуют насчет IT, да. В Америке сейчас говорят, столько выпускников не могут найти работу, да. Типа советуют, и еще говорят, что типа искусственный интеллект займет, заменит, да. Да, всех программистов заменит и так далее. Это полный нонсенс. Всегда нужны будут программисты, ближайшие там 100 лет точно. И чем больше, тем лучше, да. Просто сейчас они все инвестиции, весь капекс, все тратят на... Тренд, хайп идет вокруг них. Да, вокруг искусственного интеллекта, но они нужны будут. Если вы управляете рестораном или занимаетесь доставкой, а заказы до сих пор приходится собирать из разных мест вручную, это отнимает слишком много времени и сил. Deliver – это платформа, которая объединяет все каналы заказов, доставку и аналитику в одном окне. Работает стабильно и без заморочек. Многие уже пользуются, потому что это удобно и помогает работать спокойнее. Ссылка в описании. Посмотрите, если хотите навести порядок и наладить процессы в бизнесе. А мы продолжаем. Вы переехали в Калифорнию, получается, вы тогда целенаправленно знали, где работать, или не знали, или Не, просто я знал, что я хочу именно в IT, я хочу стартап сделать. Почему? Возвращаясь вот в Корею, когда я учился, я помню, тогда только-только ВКонтакте становился популярным, да. Я зашел, посмотрел на этот ВКонтакте, да, уродливый лого, тупое название ВКонтакте, ну, что за дебильное, да. И плюс он пиксель в пиксель скопировал Facebook. И цвета те же, и этот. Причем я даже знаю, откуда они спиздили это, да. То есть были вот эти вот, весь кодбейс был, туториал был, как это сделать, да. И я думаю, ну, какой-то дурак и ну, как бы на тот рынок работает, российский, да. Но оказалось, что я дурак, что, как сказать, иногда нужно как бы копировать, да. Ну, я не верю в копирование. Для меня я должен быть слишком тупым, чтобы не придумать что-то оригинальное, новое, а просто тупо копировать. Вот. И я думаю, я на протяжении времени видел, что я дурак, что все-таки надо было... Я тоже мог бы на тот момент создать ВКонтакте. Да? Не только я, многие программисты могли бы. И хотя бы, ну, например... Просто, я в Узбекистане не находился, но можно было бы на Узбекистан ориентироваться, да, не знаю, на какой-нибудь другой рынок. А потом, получается, куда устроились? Первая работа была? Прототипы? В Америке? Да. Да, именно вот в техкомпанию я там работал, устроился PM, Project Manager, и я тоже видел там, как ведутся проекты, ну вот именно в Кремниевой долине, как все устроено в Америке. То есть я же впервые там работал на тот момент, получается, и полностью, начиная с этапа, допустим, с этапа интервьюинг, да, то есть как они берут у вас интервью, как вы устраиваетесь на работу, грубо говоря, как создавать тот же резюме, да, там, оказывается, совсем по-другому, нежели нас учили, да. А во всех рынках она сильно отличается. Как вы перешли в Apple? Ну вот в первой компании, когда я устроился, сначала мне давали маленькие проекты, да, ну, смотрели, наблюдали, потому что все-таки мне кажется, я был один иностранец. Ну, в смысле, потому что все были местные, опытные. И вот я у них учился тому, как они ведут дела. Да, даже вот там тоже, то есть знающие свое дело, опытные, там люди намного старше меня. Но в то же время я видел какие-то вещи, которые были нелогичные. То есть
Там проекты велись, там, опять-таки, такими автономными командами, да, и они сами все выбирали, да, учитывая большой разброс бюджета и тех же вендоров, да, тех же там, продукции, например, они же производят там, ну, что угодно, ну, например, телефон там, или там, ноутбук, или вот, у них у всех были свои предпочтения и так далее. И как бы я говорю, ну вот, смотрите, можно на этом здорово сэкономить, да, потому что там команд 20-30, и каждый сам решает, где у кого покупать какие-то детали, там, не знаю, ну, даже вот такие лампочки, например, да, например. И там разброс цен бешеный, да, то есть и как-то, ну, вообще видишь все плюсы и минусы, да, того, как они ведут бизнес вот конкретный, да. Деньги они хорошо зарабатывают, маржа хорошая, да. И когда как бы я им показывал то, как я веду, то есть я у них получил опыт, как они ведут, плюс свое добавил. И показал, что я существенно могу экономить, оптимизировать, да. Какие и процессы? Процесс закупки, например, процесс, допустим, тендер. Они какой-то ведут тендер, да, например, еще до того, как они кикстартят проект, да, то есть у них отдельно был департамент, где кучу людей примерно оценку дают, да, и там тоже внутренне берут тендер, да, но это все не было централизовано, то есть всегда, то есть полагались на тот отдел, и плюс сам PM каждый решал, у кого что брать. Вот. Окей, то есть вы, получается, внедрили ERP? Ну, такой маленький ERP, даже не ERP, а MRP-систему. И вот они решили, окей, как бы, когда я показал все данные, как бы, обычно вот если ссылаться на данные, да, это самый лучший способ, да, то есть одно дело, у людей всегда какие-то ложные впечатления, там, байс определенный, да, поэтому вот Google просто тупо берут, на данные ссылаются и смотрят, стоит или нет. Это тоже, как бы, может быть, не совсем правильно, да, потому что помимо чистых данных еще есть, ну, там какие-то другие аспекты, стратегические, там другие, да. Вот, и, в общем, коротко говоря, они потом были убеждены, и мы начали искать MRP решение, да. Ничего такого подходящего не нашли, потому что у них из-за того, что как бы основано на прототипах и производстве, да, массовом после прототипирования, не было, ну, и все динамично. То есть, представьте, вы как бы некая компания там, вы как бы производите, как бы предлагаете сервис вот этим большим корпорациям и как бы находите между ними и китайцами, да, грубо говоря, да. И все может быстро-быстро меняться, да. То есть у вас не так, чтобы взять какое-то готовое решение и применить его, потому что захотите, а потом, допустим, ваш клиент поменяет какие-то эти, и все. И вот мы с маленькой командой писали MRP-систему для вот этого. MRP-система то же самое, что ERP, только более на manufacturing. То есть manufacturing resource planning, да. Целенаправленный на какое-то определенное направление. Да. На именно производстве, да. Вот. Ну, потому что эта компания больше на производстве была. И вот мы купили уже существующий как бы on-prem. Им очень важно было, чтобы on-prem был этот. Уже очень давно, вот помните, был хайп на cloud, лет 10-15 назад, да, и все переходили в cloud. Потом быстро они опомнились, корпорации, и какие-то вещи стали обратно на on-prem, да, на свой on-premises, то есть свое коробки. Да, свои сервера, свой дата-центр, из-за ряда причин, да, там приватность, безопасность. В данном случае это была еврейская компания, да, которые там базировались на Чикаго, и там очень много чего они хотели прятать. Вот. Ну, насколько, как я понял потом. И вот, в общем, мы создали, представляете, маленькой командой вот целую MRP-систему. То есть я получил колоссальный опыт, исходя из этого, да.
И плюс мы собирались с нуля писать, а потом уже купили как бы готовые решение, ну как готовое, оно полуготовое было, там ядро, все это, да, и мы под себя полностью переписали его. И вы переехали в 16-й год в Америку, устроились, по крайней мере, с некоторым опытом в Дубае, здесь, в Корее, в компанию. А со скольких зарплат вы начинали, если там какой-то промежуток взять? Да, вот этот вопрос мне много задают, или сколько в Apple платят и так далее. Вообще там не принято спрашивать про зарплаты, да. Но я вот так вот отвечу вам. Вот когда я прилетел в Америку, да, у меня там были друзья, которые уже лет 20 назад эмигрировали, да. И они мне сказали, да, мы знаем, какой ты умный, мы знаем, у тебя хороший опыт и так далее, но типа ты здесь никто, у тебя нет Начиная с американского нуля. опыта, да, Да. у тебя нету американского диплома и так далее. Ты типа нет, тебе нужно, да, идти, они говорили там, либо таксистом работать, либо там, они уже, ну, во благо мне уже типа договорились устроить меня там в какой-нибудь там Best Buy, да. Best Buy это типа техномарт, типа такого, да, продавцом, да. Я думаю, а мы как бы тогда вот, я посмотрел, там бешеный этот уровень жизни, расходы большие, да, то есть не будет хватать. То есть там тоже такая история, на каких-то таких работах не будет хватать, да, то есть нужно как минимум, чтобы и муж, и жена работали. А я не хотел, чтобы моя жена работала, она была беременная, вот, и хорошо я их не послушался. Хорошо, я сделал, подавал на работы. Подаваться на работы в Америке это, то есть тоже как бы большая тема. Там это как бы full-time job, да, то есть нужно сидеть. Первым делом мне объяснили, что нельзя туда фотку свою ставить, да. У нас, например, здесь, даже в Корее, я помню, в резюме мы ставим фотографию, да. Ну, то есть составление резюме, подаваться, потом как бы у них там какой-то вот более-менее стандарт, звонят, типа по телефону узнают, более-менее ли ты адекватный, подходишь ли, потом зовут на интервью, вот на пару интервью я пошел, и вот эта компания, они заинтересовались просто по моим ответам, тем, что я был как бы tech-savvy, да, скажем так, ну, дружил там с компьютерами, с Excel и так далее. Вот так вот я устроился хорошо, что я не послушался их. С какой зарплаты начали работу в Штатах? Ну, чуть меньше 100 тысяч, да. И вот тоже еще одна моя ошибка была, да, может быть, хороший совет для будет. Да, да. Там в год в основном считают. Вот когда я получил, все мои друзья, знакомые сказали, о, это вообще круто, давай, бери сразу этот. Оказывается, так не надо делать, нужно как бы договариваться, торговаться, да, то есть хотя бы... Контр-офферы давать. Да, да, да. Часто это всем очевидно, потому что, ну, на тот момент, ну, мало было информации, и я думаю, ну, ладно. Вот, вот я там поработал, потом в другую корпорацию я устроился тоже среднего размера, но у них много было на продакшене разного рода сайтов и дата-центры. Они прямо на уровне интервью, они спросили, есть ли у меня опыт иммиграции всего продакшена из одного дата-центра в другой, да, и построить другой дата-центр еще, да. Я им открыто сказал, нет у меня такого опыта, но я говорю, я уверен, я смогу, да, потому что я к тому времени уже понял, что к чему за год работы в Америке. И там вот повезло мне, там был вице-президент один технологий, иммигрант тоже болгарин, и вот с ним как-то у нас он меня взял, и реально вот когда я пришел туда, там все инженера, да, там человек 300 программистов наотрез отказывались вообще что-либо, они реально устроили саботаж, да, то есть не хотели эмигрировать, да. Ну, это довольно-таки сложная вещь. Да, как оказалось, я как бы особо не разбирался, да, и меня назначили PM, я взялся за это и начал узнавать, почему. Оказалось, что большинство компаний, даже больших корпораций в Кремниевой долине, они когда-то
условно говоря, недавно были еще стартапами. Да. И что-то у них там получилось, взлетели они, да, и не успели какие-то вещи оптимизировать, сделать какие-то системные эти, да, решения, да. Вот. А в их случае так вообще там они 25 лет как бы существуют как стартап, там тоже у них был какой-то взлет, тоже где-то, наверное, полмиллиарда зарабатывают в год. И все это время там люди, программисты, там уходили, приходили, там, в общем, никто не знает, по сути, как оказалось, вот эти вот гении-программисты, да, не знают, как все работает. То есть, если что-то сломается, они там ночами сидят, там всеми командами разбираются, поднимают обратно, если надо, прилетал там их фаундер, да, тоже помогал. А так, по сути, никто не сделал схему всего, как все это работает. Ну вот, несмотря на вот этот саботаж, несмотря на то, что вот не было четкого плана и так далее, вот мне удалось как PM за 4 месяца полностью иммигрировать один из их дата-центров, да, что, оказывается, реально феноменальный результат. И я сам там чуть ли под конец не подметал, ну, чтобы сдать, да, нужно же как бы более-менее чисто сдать. Вот, и как бы за счет этого они, короче, взяли, этот CEO назначил меня рапортующим прямо ему, они меня уже напрямую, да, приглашали на какие-то закрытые митинги, да, там, где вот типа топы эти были, да. Вот, потом я работал над, там они вот этот high availability, high recoverability, то есть вот если эти полетят, чтобы был другой дата-центр в какой-то близости, бэкапы. Да, если там, у них там дата-центры, допустим, в Кремниной, а это сейсмическая зона, да, обычно они там куда-нибудь там в Бойзе, Айдахо еще делают, потому что расстояние достаточно как бы недалекое, чтобы вот этот вот latency, да, и что если, допустим, эти сервера полетят там из-за землетрясения, из-за ну, что вот это всегда сразу включилось и работало. Да, работало, да. Вот над этим работал, и там работал, много чего узнал, много узнал о программистах, да, там, как они работают, или я бы сказал, как не работают, в основном делают вид, что работают. Насколько неэффективно, не комично даже, да, то есть, так как я уже потом отвечал за глобальную инфраструктуру, да, то есть я работал уже с такими корпорациями, как Oracle, Sun Microsystems и так далее, и так далее. То есть вот эти вот большие корпорации, которые для enterprise, там, hardware, да, сервера, все решения дают, да. И я увидел, что вот, казалось бы, ну вот что штаб-квартира Oracle, да, там, например, даже вот да, при миграции нам нужно было убедиться, чтобы кто-то нам дал гарантии, хотя бы сам Oracle. Мы нанимали их специально очень дорогой сервис при миграции, да, всего, допустим, всех этих раков, да, с данными, с базами данных, да. И я говорю, окей, а где план? Вот там через пару недель вы мигрируете, да, вот этот, и отвечаете, чтобы этот. И там вот я могу даже, наверное, найти где-то, я сфотографировал, они на клочке бумаги нарисовали, как этот, даже какого-то плана не было. Я говорю, are you kidding me, да? То есть вот таких случаев очень много было, да, вот, и вот как бы подытожить я хочу просто донести вот до людей, да, что вот мы думаем, о, Кремниевая долина, о, там этот... Очень да, круто, там очень есть крутые вещи, level. там есть крутые решения, да, там есть умные люди, да, но в общем и в целом там очень много пиара, очень много маркетинга, очень много всякого булшита, да, некомпетенции очень много. И мы думаем, о, туда идут самые умные, далеко не так, да, в любой сфере, да, например, не только в IT, но и особенно в IT. То есть там очень много всего такого, как сказать, fake it till you make it, да, то есть это вот я пошел, первая моя работа на собеседовании, когда у меня спросили, знаю ли я хорошо Excel, я сказал, не, ну я неплохо знаю, но я бы не считал себя экспертом. Они такие, не, нам нужны эксперты, да.
А потом, когда я устроился, оказалось, я лучше всего офиса знаю, да. Даже те, кто там понтовались, ходили, что там он Excel Jedi и так далее, приходил у меня этот. Вот, да, да. То есть вот этот вот феномен очень противный, он во всем мире. Здесь я тоже вижу много балаболов разных, да, много всяких там экспертов. Мы сейчас к ним придем. Как в Apple перешли? Ну вот как-то вот я точно не помню, но вот какой-то рекрутер вышел, типа как С бы, оффером. ну, поговорили и сказали, вот ты, оказывается, работал над кастомным решением EMRP-системы, да, вот у нас что-то схожее, не хотел бы этот. И тоже я вот такой думаю, нифига себе, наверное, я думал, меня не возьмут, да, это вот, потому что, ну, я тоже был наивный, да, тоже думал, там, в Apple, там, в этом одни гении сидят, да, там с дипломами из Гарварда, MIT и так далее. Как оказалось так, большинство людей, которые там работают, у них дипломы, там, PhD из MIT или из Гарварда и так далее. Но, как оказалось, они далеко не самые умные люди, а даже в своей какой-то сфере они очень даже некомпетентные. Вот и вот пригласили, когда я шел, я помню, вот этот вот вице-президент той компании, где я работал, вот этот болгарин, да, американец, он мне говорит, притворись дурачком на интервью, да. Интересно. Почему? Я сразу не понял, зачем, да, я думаю, наоборот же ты думаешь, вот я иду Нужно там быть в умным. Big Tech, да, там Google, это нужно, наоборот, показаться, что ты умный, там, что ты такой. И спустя уже много лет, я уже вот 10 лет, да, я в Кремниевой долине работаю, живу, я полностью понимаю, почему он так сказал, зачем и Почему? во-первых, основная причина вот в тех же вот этих больших корпорациях, им на самом деле в большинстве случаев не нужны умные люди. Вот действительно умные люди с критическим мышлением, им далеко это, наоборот, они избегают таких людей. Да? Им нужны именно такие послушные, такие овечки, да? Которые что-то чуть лучше среднего делают, и все. Да? Они, потому что хотят вот этих гаечек. Это же большой механизм, да, вот эта корпорация, там, Google, этот. Они хотят, чтобы вот это вот вы как гаечка, вот вы встали на свой шурупчик, да, и там как бы особо не рыпались, да. И очень важно, чтобы вы в коллектив, да, в их, да, слились, да. А в каждом у них в коллективе, вообще вот в организации, в корпорации, у них своя организационная культура, да. И то есть тоже печальный очень феномен. Нечто вот напоминает спортивные линии в КПСС, да, например, в Советском Союзе. То есть какие-то вещи вообще нельзя говорить, да, например, даже это если ваше личное мнение и довольно-таки объективное, да. Какие вещи? Мне просто интересно, потому что Америка, там, грубо говоря, все эти компании славятся тем, что это практически открытые компании. Нифига они не открытые, это раз. Что нельзя говорить? Ну, например, ну вот взять, например, Советский Союз. Там была цензура, правильно? Она была institutionalized, то есть она была правительственная, да, государственная цензура. Но тем не менее, вот вы и я, если мы там родственники, друзья, мы где-то на кухне могли говорить о чем угодно, да. То есть вот такой цензуры между собой не было, правильно? То есть могли о чем угодно. Да. Вообще взять Америку в целом, да, первый у вас будет шок, да, то, что они сразу скажут, то есть нельзя говорить о 3 вещах. Religion, sex and politics, да. То есть религия, секс или там, не знаю, гендерные, не знаю, и политика, да. И как бы я не понимал, типа, это же 3 самых интересных темы, да, как о них нельзя говорить. Они даже вот Thanksgiving Day, то есть когда День Благодарения, когда они семьями собираются, да, они с собой вот так могут переругаться, да, из-за политики, да. Из-за то есть политики. вот
мое убеждение, да, уже после того, как я прожил много лет в Америке, они вообще культура, там есть культурная цензура. Если вот, возвращаясь к этому, если в советское время была государственная цензура, а там именно культурная, там само общество цензурит все, что можно и нельзя. Ну, Да? общепринятые какие-то правила, которые как-то создались в течение какого-то Казалось срока. бы, ну вот мы же тоже придерживаемся каких-то общепринятых этих, правильно? Там стараемся не материться там в профессиональной Стараемся. среде, да. Ну, везде, да, более-менее. То есть какие-то общепринятые вещи, они очевидны, да. То есть к тому времени, как ты отучился, выпустился из университета и работаешь в профессиональной среде, об этих вещах тебе и не нужно как бы говорить, да. Не говоря уже о каких-то обязательных О тренингах, которые зарплате проводят. спрашивать не надо. Ну, о зарплате это тоже, видите, там такая фишка, они здорово лоханули свое общество, свой народ американский, да, они хотят, чтобы они как лошары, как рабы работали и не знали, кто Ну, сколько в целом же, зарабатывает. это как называется, вот есть общепринятые такие правила, например, там у девушек возраст нельзя спрашивать. Ну, то есть это не этично, это не совсем правильно. Да, но У там, мужчин нельзя там... специально придумали, чтобы люди друг друга не узнавали и всегда оставались на своих местах. И вот сейчас они стали просыпаться, американцы, особенно вот в техсекторе, да, есть такие сети, например, Blind, да, не знаю, вы слышали или нет. У вас должен быть там, не знаю, umed@google.com, то есть вы реально должны работать там в Гугле или Фейсбуке и так далее, и тогда вас запускают вот в эту сеть, и там все сплетни, все внутренние эти в этой соцсети есть про вот эти корпорации. Офигеть. И там одно из таких общих правил, чтобы вы не написали, вы должны свой total compensation, то есть свою зарплату писать. Да? Это некого рода протест, да, вот этому тупому устоявшему правилу в Америке, где типа нельзя говорить про зарплату. Другое дело, смотрите, мне кажется, должно быть прозрачно, да, и кстати, вот пару лет назад всего лишь в Калифорнии приняли закон, что вот, например, вы там Google или Facebook, и вы как бы открыли вакансию, да, и дали объявление. Вы обязаны дать хотя бы range, хотя бы вот этот, как это? Вилка. Да, вилку, да, там, скажем, от 200 тысяч до 400 тысяч долларов зарплата, да, в год, да, то есть вы обязаны вот именно в Калифорнии это указывать. Какой оффер был у вас, когда в Apple устраивались? Об этом я не могу говорить, да. Мы Я сейчас... просто точно не помню, что я могу говорить, что нельзя говорить. Ну, это вилка. Вилка, она разная, то есть как у TPM-ов начинается от 200 и выше, да, в зависимости от опыта, от команды, от много чего, да. А у программистов тоже свои уровни, они тоже им придумали, тоже такая вещь, которую я наблюдал. Раньше не было, и вдруг как-то органически они придумали вот эти вот левел, там L3, L4, L5. Это, скорее всего, для разделения и больше для менеджмента. Ну потому да, что... но если помните, когда я учился в универе, когда, допустим, business administration мы учили, да, то есть бизнес мы изучали, там нам пихали, что вот технологические компании, это типа прорыв, что там все будет более-менее flattened, да, то есть все будет плоское, вот это вот иерархии, вот это вот всей ерунды не будет, да, а на деле, оказывается, еще как есть, еще Там как еще это хуже, сущность людей, да, это тупость людей. В каких-то этих вы очень отчетливо это видите, ощущаете, что там такая галиматья в плане иерархии, да, и как люди, типа, там, восторгаются, типа, о, я там L7, да, L7 это, типа, senior staff software engineer, да, то есть это программисты уже на том уровне, где они там возглавляют команды, и там у них вилка обычно там 650 до 800 тысяч, да, плюс-минус. Вы 7 лет проработали в Apple? Плюс-минус, я бы сказал, потому что я уходил, какое-то время я уходил в этот Lam Research была компания, там я возглавлял большую команду, программа там была именно инфраструктура глобальная и cyber security, да. Они еще оплатили мою учебу в университете Purdue по этой программе cyber security. То есть я параллельно учился и работал.
И, блин, вообще не советую вот этот университет долбанный, Purdue. Оказывается, 80% астронавтов НАСА, у них именно диплом из Purdue, да? И я чуть не знаю, не посидел там. Очень, реально, очень требовательный университет, очень, я прям, да, я проклинал себя, потому что, ну, они там бешеные деньги за это заплатили, да, я учился, в общем, да, и нафига вот, оказывается, я думал, кибербезопасность, cyber security, там еще один важный навык, и многому я научился. В той корпорации много тоже чего я сделал, именно в плане cyber security posture одной большой корпорации публичной, да, которая подвергалась многим хакерским атакам. Но потом понял, никогда я не буду в кибербезопасности еще раз. Почему? Потому что, во-первых, там с Ирана атакуют, или из России атакуют, или китайцы, да, и это в 3 часа ночи нужно просыпаться, нужно всю команду. Ну да, есть свои Нужно сложности. этот war room и там сидеть, быстро-быстро понимать там стандартные процедуры, да, и вот это вот, как бы хорошо не платили, как бы вообще не советую кому-либо идти в cyber security. В Штатах есть культура хантинга, когда одна компания, условно-таки, хантит, грубо говоря, с другой компанией. У Джобса была, грубо, как называется, определенная, есть где-то там цитаты, статьи о том, что с Microsoft была негласная договоренность о том, что они у друг друга не хантят сотрудников. И, соответственно... Не только с Microsoft. Не, да, ну, есть вообще определенные... все вот эти гиганты, да. У них вы, есть вы определенные... имеете в виду, наверное, вот это вот знаменитое письмо, где с Oracle, да, либо с Adobe, кажется, был, Adobe. Либо Adobe, либо Microsoft, да. И вот Стив Джобс написал, типа, какому-то главе в Adobe, типа, у нас была договоренность, подтверждения этому нет, но в целом это письмо на самом деле очень сильно крутится. Не, это фактически, насколько я знаю. Да. А вас пытались хантить? Нет, ну я не... Предлагали офферы, которые там, грубо говоря... Хантить, смотря... Они как бы... Хантить сейчас вот, наверное... Стало популярно. Миллионы стоят, да, сотрудники? Правильно будет, если исключительно хантить, это вот сейчас искусственный интеллект, хайп, да, они идут, там все, кто в OpenAI поработали, или там в Anthropic, там все, кто вот эти, грубо говоря, ML-щики, да, они были вот machine learning expert. То есть вот до хайпа искусственного интеллекта, вот эти вот все искусственники, да, у них зарплата была намного меньше, чем у веб-разработчиков тех же, да. То есть это вот тот же, вот я помню, 2018 либо 2019 мне дали проект по искусственному интеллекту в самом Apple. Да. Тогда вообще не было, я помню, никакого хайпа. Тогда можно было спокойно тех же этих взять на работу, да? Ну, мне кажется, вот как недавно интервью Дудя был касательно искусственного интеллекта, да. Да, я не смотрел, почему этот Дудь, я один его выпуск посмотрел про Силиконовую долину, да, Кремниевую. Да. Мне хотелось вырвать просто вот меня стошнило просто, вот, но настолько дурацкий был выпуск, насколько, как сказать, такой ванильный, такой прям, не знаю, многие схавали, многим понравилось, да, вообще мне нравится формат подкаста у Дудя, там иногда у него очень хорошие, прикольные гости, да, какие-то запоминающиеся, я помню, Даренко был у него, да, как бы мразь мразью, да, но интересный гость. Тем не менее. Ну, вот этот выпуск был ужасный, я вот думаю, смотреть про этого Дороничев, да? Да, с ним? Дороничев. Да. Очень интересно, он сказал то, что OpenAI, соответственно, там искусственный интеллект был и до OpenAI, до этого ChatGPT, но OpenAI изменил правила игры тем, что он просто сделал это более ближе к человеческому общению, и, соответственно, этот тот же самый искусственный интеллект начали по-другому воспринимать. И этот прорыв путем того, что он начал... До этого всегда был искусственный интеллект, и задолго до этого всего там люди работали над этим, но это было более технически. Задолго до этого был прорывы, да? Например. Не, ну это было технический искусственный интеллект, который понимали люди определенного круга. Я бы очень хотел, чтобы так и оставалось, потому что вот но сейчас стал он более доступным людям.
То есть он стал более Я человекопонимающим. надеюсь, это временно, да. Ага. Ну, вот сколько раз вы заходите в чат GPT? Каждый день. Да? Ну, я вообще редко захожу. Я не знаю, мне кажется, что сейчас огромное количество слушателей. Напишите, сколько раз в день вы заходите в чат GPT. Я практически знаю... А что вы там делаете? У меня очень много работ связано с агентами. Например, там кто-то там ищет информацию, агенты, кто-то там мне задачи ставит, кто-то документы помогает составлять договора. Хорошо, вот у вас, вот к сегодняшнему дню у вас не формировался вот этот вот AI-фатиг? Да? То есть усталость от искусственного интеллекта. Ну, я Допустим, всегда заходишь в пытаюсь соцсети или какой-то видишь контент, и там такой вот явный мусор, допустим, тот же видеоконтент. Сразу очевидно, вот миллисекунды очевидно, что это Да. сгенерированный контент. Согласен. Ну, он тупой, он как бы, он никакой ценности не несет в себе. Это временный это как вот, я помню, начало 2000-х была передача «Окна» с Дмитрием Нагиевым, да? Я помню, все залипли, даже моя семья, мой папа, да, очень умный был человек, моя семья, в школе все обсуждали вот это вот, ну, говнопередача просто, да? Я говорю, блин, как вы, там же очевидно, что все, инсценировка, все, и плюс... Ну, неинтересно, да, все на каком-то типа якобы какой-то скандал, вот этот вот шок. Ну, качество мусор был уровень. Но люди хавали, да. То же самое сейчас происходит. Видите, сейчас вопрос использования данного инструмента. То, что я говорю о том, что я его использую, это не значит, что я ему прошу текст написать мне пост, и это пишу, как называется, публикую. К большому сожалению, русский язык не мой родной язык, английский язык не мой родной язык, и я могу очень часто ошибаться. И зачастую бывает, когда я какие-то там большие посты, статьи, сценарии, договора пишу, и, соответственно, мне нужно орфографические ошибки поправлять, грамматические ошибки поправлять. И я даю искусственному интеллекту, у меня есть там созданные у себя, там, грубо говоря, несколько с промптами, где он без был какого-то... Был же Grammarly до этого, да? Согласен, но были же эти... видите ли, я все эти инструменты, например... Там... Ну, согласитесь, вот много кто, вот, например, даже моя родная сестра там напишет пост в Инстаграме, да, сторис. Ну да, я согласен, что это уже... И я вот с первых строк понятно, и никто это не читает. И надеюсь, к этому придут люди. Искусственный интеллект, понимаете, оно имеет свое применение. И то, что какой-то прорыв очевидный есть, благодаря там тем же графическим картам, тем же головастикам, типа Суцкевера и так далее. Но в то же время послушайте его или даже его учителя, да, вот этого канадского профессора Хинтон, да, такую ахинею несут, да, или тот же Додик Сэм Алтман, да, который сказал, что вот очень скоро искусственный интеллект, вот уже через пару лет буквально, что всю фундаментальную физику решит. То есть вот это я цитирую его, да. Но это надо быть просто феерическим додиком, не разбирающимся, то есть не дружащим со своей головой, чтобы такие заявления говорить. Может быть, он специально для хайпа говорит, в чем я сомневаюсь. Потому что я 10 лет работаю там, у меня друзья программисты, которые там в Google, там в этих работают, и они реально дурачки, да, вот они реально тупые люди, которые просто умеют писать код. И очень печально, что вот человечество, люди, вот они привыкли, вот кто-то разбогатеет, даже, ну, ему просто повезло или там, не знаю, как бы время такое, да, вот такое время, что эти программисты, они в спросе были, и поэтому зарплаты у них росли. Но это не значит, что они разбираются во всем или во многих вещах. Даже в писании кода, как оказалось, очень часто они плохо разбираются, да, то есть очень часто вы увидите некачественный код, либо приложение работает по-тупому, да. То, что вот эти заявления делают, что, во-первых, искусственный интеллект рано или поздно там, причем они говорят, вот к 30-му году, да, приобретет сознание, ну, это такой булшит, да, то есть, и это люди слушают, в это верят.
И это же смешно, это же Справедливости ради, жалко. сейчас очень многие думают, что это и есть разум. Почему? Потому что это же генеративная модель, он там, исходя из своих знаний, получается, придумывает дальше. И в том же интервью очень хорошо, подробно рассказывалось касательно того, как работает искусственный интеллект. И в целом, для более технических людей это понятное дело, что это набор тех же самых совпадений, которые там плюс-минус генерируются. Но многие люди сейчас его, если мы по социальным сетям будем судить, его там как друга, из-за него там еще суициды были, из-за его там принимают как Ну, психолога. дураков много, как Ну, к большому баранов сожалению, много. я бы не сказал, что это там на самом деле, грубо говоря, так их не называл, но все же это обычные люди, которые там, грубо говоря, ищут инструменты и, соответственно, находят его так. Либо искусственный интеллект это делает, ну, то есть то, что сейчас чат GPT из себя психолог, ну, то есть вопрос в том, что телефон когда-то было создано для того, чтобы мы экономили время. Но, к большому сожалению, получилось так, Нет, что ну мы если как очень инструмент много... используете, у меня нету Не, к вам согласен. претензий, у меня нету. Но вот эти вот заявления, да, что вот типа приобретет сознание искусственный интеллект, да, во-первых, даже наука не может четко сказать, Что такое сознание? что такое сознание, Так. да, как оно работает, да, мы не знаем. Сейчас мы к этому вернемся. Возвращаясь к теме Apple, вы ушли, получается, вы ушли, потом пришли обратно. Да, я вот уходил, приходил, потому что я вообще не хотел бы зацикливаться на какой-то корпорации, ну, условно говоря, возвращаясь к организационной культуре, да, поработав во многих этих, мне именно вот лично мне нравится там работать, потому что там дают вам какой-то проект, будь это малого размера, либо большой глобальный проект, и вам больше, чем где-либо дают автономию, вам дают именно empowerment, да, то есть вам дают именно decision making, Окей. да, никто вот над Свободу вами... этого выбора, свободу Да, работы. да, да, и вы реально ощущаете, что вы какой-то там мини-CEO вот этого проекта, да, то есть вы полностью ведете, вы полностью вот в этом плане мне очень нравится там. В отличие от, например, где-то там, вот я в Citibank работал, тоже вот в технологическом этом, каких-то других, да, там Microsoft, там, даже если там нужно какое-то довольно-таки примитивное решение принять, нужно ждать там, короче, несколько уровней вот этой вот иерархии, да, или там презентовать, там, ну, в общем, столько ерунды вот этой иерархической, бюрократической. А там это сведено к минимуму, потому что то, как они структуру создали, опять-таки, маленькие команды работают над большими проектами, да. Где-то, да, они пересекаются с другими командами, но именно дается, как бы, и бюджет выделяется, и решения вы принимаете. Они, понимаете, они вот вас наняли, да, во время интервью как-то вот дать должное там Стиву Джобсу, да, до сих пор я не знаю, как он сделал, но вот они умеют отбирать именно нужный им персонал, да, на этапе интервью они как-то определяют вот дурачков вроде меня, которых не нужно контролировать, которых не нужно мониторить. Вот дай им задачу, он сам будет не спать, кушать прямо перед монитором, обедать, ужинать и в срок очень качественно, надежно сделает, да, что и можно будет каждому ему слову верить. Вот они как-то вот умеют таких людей отбирать, да, не знаю как, я сам хочу этот. Где-то еще там подбирают таких дипломатичных, там, например, вот у Гугла есть этот вот гуглинес, да, как говорят. Именно дурачков, которые как шайба зайдут, не станут там... Корпоративные люди. Те люди, которые не имеют амбиций, а просто там могут работать одну и ту же работу десятки лет. То есть довольно-таки большой срок. Вы ушли последний раз в Apple в 2024 году. Да, в прошлом году, да. И почему? Потому что я уже думаю, блин, нужно ли мне дальше вот в карьеру строить в корпорациях, и либо как бы можно уже свой стартап, да. К тому времени я уже ходил на все вот эти стартап-митапы, да, в Кремниевой долине. Про вот весь венчурный капитал узнавал, смотрел. И плюс планировал как бы
создавал вот как бы полностью концепции своих стартапов, да. И вот один из них это вот эта соцсеть, новая соцсеть «Консенсус». Второй стартап тоже скоро запустим, это по переводу денег. По переводу денег там очень просто, допустим, $1000 отправили из Америки, скажем, в Узбекистан, ваши родные получат $1000 без каких-либо комиссий, без потери курсовой разницы. То есть, ну вот взять там TransferWise, Western Union, MoneyGram, там какой-то кошелек золотой, они все либо порядка 1,5-2% снимают. Иногда бывает не берут комиссионные, а иногда просто с курсовой разницы берут деньги. Хорошо, мы сейчас об этом поговорим. Касательно того, что, как я помню, когда я читал всю эту информацию, которая у вас в социальных сетях и везде есть, у вас были офферы, которые вы отказывали. И довольно-таки, как я видел, на один большой оффер вы отказали. Бывало, когда вы там на какие-то офферы, которые вам делали, отказывали? Самый крупный оффер, на котором вы отказали? Если честно, я не помню. Был период, когда вот этот вот оранжевый клон Трамп пришел в первый этот, напечатали столько денег. Оранжевый клоун. Ну, его так и называют. И он очень много дал налоговых льгот корпорациям, да, то есть он такой, он шлюха корпораций, да, шлюха миллиардеров. Так. Вот, а лохует свой этот электорат как может, да. И вот, и на тот момент очень активно нанимали. Плюс вот Так. эти вот... Это какой год? Наверное, вот 18-й, 19-й, да. Хорошо. Прям реально вот чуть ли не каждую неделю мне звонили, там в 2 раза, в 3 раза больше предлагали зарплаты, да. Сколько? Самый крупный чек? Честно, я не помню. Ну, ладно, я просто, как сказать, PM, да. Допустим, мои друзья, которые недавно тогда прилетели, вот с которыми я познакомился из России и так далее, я реально им говорил, смотри, здесь вот так работает Кремниевая долина. Это не совсем то, что вот этот Додик Вдудь тебе показал, или там Дороничев говорит. На самом деле тут очень много fake it till you make it. Ты делаешь вот так, ты и эти идиоты это хавают и принимают тебя на работу. Ты тупо проходишь лид-код, где-то выступаешь на вот эти вот какие-то вот несущественные, казалось бы, вещи, они смотрят и, грубо говоря, о тебе у них как-то формируется впечатление, да, то есть очень много чего в долине работает на впечатлении. Хорошо, что достаточно тупо вообще в Америке, да, и печально, да. Ну, взять даже вот возьмите стартапы, большинство вот этих вот фаундеров, скамщиков, да, там Terranos, там и так далее, Сэм Альтман, вот как его там. Сэм Альтман. Не тот Сэм, а тот, который был же вот этот кудрявый, который на крипте всех лоханул. Окей, его еще осудили вроде. Да, он там сидит в тюрьме. Таких много было. То есть Фекс назывался, как называлась платформа? Да, я уж не помню. Ну это вот знаменитые, о которых вы знаете. Да. Мы, люди, которые там живут, работают в Кремниевой долине, мы таких многих видим. Я помню, вот я старый свой аккаунт удалил в Фейсбуке, я всегда писал, ну это же очевидный булшит, да, там. И мои же друзья-программисты, нет, ты чё, там и через полгода, год-два оказывалось, что я прав. Не потому что я какой-то умный и так далее. Там много очевидного такого, но пыль в глаза пускают, вот это вот, и народ хавает, people хавает. Как вот. Многие стартаперы, работая в больших компаниях, биг-тех компаниях, зарабатывают энную сумму, уходят и делают свой стартап. Копят какую-то сумму. А вы накопили? Для того, чтобы делать свой стартап? К сожалению, нет. Я как-то, не знаю. Здесь очень любят, я заметил, спрашивать про зарплату, а сколько ты там получал? Нет, тут вопрос про машину конкретный. спрашивают, да, там.
Ну, окей, был у меня Range Rover или там BMW у меня. Про машину я не спрошу. Не, я имею в виду спрошу вот про какие-то типичные вопросы. первичные инвестиции, которые вы будете делать в своей стране. Ну, то есть, условно таки, возьмем, это довольно-таки распространенный опыт. Они работают в бигтехах, набираются опыта, набираются денег, потому что там зарплата, соответственно, больше. Есть огромное количество бенефитов, которые там закрывают энные там потребности, там спортзал, ты деньги не тратишь, много-много-много, копишь, и, соответственно, потом выходишь делать свой стартап. И, соответственно, та же самая история у вас. Там работали огромное количество лет. Все, кого я знаю, они вот если накопили, купили дома. Ну да, либо кто-то туда, либо кто-то стартап либо делает. вот выходит, свои деньги не вкладывают, стараются вот там ангелов найти, там пресид, венчурный капитал, чтобы те вложились. Но они какую-то определенную подушку Конечно. накапливают, чтобы уйти, грубо говоря, из этих корпораций, и у них было там пару лет на что жить. Потому что Да. жить в долине очень дорого, да, там Конечно. средний этот 3,5-5 тысяч долларов чисто аренда квартиры, да, Согласен. это чисто, помимо это у вас бешеные расходы. Не, просто видите ли, получается, даже если ангельские деньги привлекать, или венчурные, или прочее, эти деньги никто не даст вам на проживание. Эти деньги дадут вам на создание этого проекта. Да, да. И, соответственно, я больше имел в виду, что для того, чтобы там те же самые ангельские деньги привлекать, ну, то есть должен быть какой-то MVP. А зачастую эти деньги направлены на MVP. Соответственно, на первых таких пресид этапах, если привлекать деньги, это либо неопытность фаундера, потому что ты за меньший чек даешь большой процент, ну, по крайней мере, да, и ты не можешь компанию много оценить, потому что у тебя все равно там ничего пока нет. Соответственно, эти деньги, которые люди из бигтеха копят на первое время для того, чтобы что-то создать работающее, а потом уже эту компанию привлекать дополнительные Лично деньги я за таких большие оценки. людей не знаю. А- Даже те, кто вот накопили, работают, все, кого я знаю, мои друзья, Либо они... дома покупают, либо... Да, и то никто из них не ушел с корпоратива, потому что, ну, они на хороших зарплатах сидят. Ну, вот вчерашний не гость того хотят- самого Дудя, например, он там хорошо Дорончев? накопил, да, А. и пошел там делать большой крупный искусственный интеллект проект. Условно такие. Как Когда он пример. начал, Дорончев? Мне кажется, относительно... Ну, сам вот этот хайп буквально начался, ну, года 4 Не, ну, назад согласен, отсел, согласен. правильно? Ну, То есть не- до этого у него был вот этот дом, который он купил, и сделал из него этот добрый дом, люди приходили, что-то он там пытался, да? То есть он, я вам так скажу, он вот работал, до директора доработался, Человек, да? который запустил мобильное приложение YouTube. Ну, там один человек не может запустить. Конечно, но условно там таки он целая был команда. хидом, по крайней мере. Не знаю, что он делал конкретно. Хорошо. Это раз. Меня бесит, что он, допустим, не говорит тех же вещей, которых я сейчас говорю, да? У Дудя вот тогда... Не, он вы был. довольно-таки свободно говорите, и мне интересно вот этот... Я очень часто интервью веду, и очень часто слушаю интервью. У многих людей, конечно же, вот у вас, мне нравится то, что вы очень открыто можете использовать определенные слова, типа то же самое додик, дурак, придурок, идиот, клоун, по крайней мере, зачастую, если мы говорим про те же самые общественные нормы, которые не используются зачастую. Да. То есть Ну, просто вы сами сказали, что я могу... Свободно. У меня нет ограничений. У меня есть чувство такта. Я могу профессионально выражаться. Вы просто сами сказали, что Нет, можно свободно у выражаться. меня поэтому- ограничений нет. Я имею в виду, Ну, что... у меня цель, зачем я это говорю? Чтобы не самоутверждаться или вообще донести до вашей аудитории, да? И почему я стал на подкасты, да, выходить? Потому что вот уже вот лет 10 как минимум я наблюдаю. Ни в одном подкасте я не видел, чтобы люди говорили вещи как есть, да? По мне, вот мое впечатление. Какую-то либо очевидную ерунду несут, либо где-то что-то прочитали, пересказывают, либо вот просто дурачков вызывают, у которых нету ни критического мышления, ни какого-то вот какого-либо инсайта, да. Допустим, может быть, для массы это какие-то новые вещи они говорят, да. Ну вот, например, если тот же Дудь сделал выпуск о Кремниевой долине, ну сделай его более, я не знаю, интересным, что ли, чем... Ну, для меня он как какие-то 1 + 1 = 2. Да, вот такой был выпуск. Даже если бы я не был в Кремниевой долине, я уже все, что он показывал, знал. Особенно, когда вы там живете, реально вот отвратный был выпуск.
Да? Тот же Дороничев, да, вот он мог бы много чего сказать интересного. Все поверхностные, очевидные вещи. И вот цель моего, допустим, цель того, что я вот выступаю, да, рассказываю свое мнение, свой опыт, хочу донести до людей какие-то важные истины. Во-первых, давайте перестанем на какой-то пьедестал ставить каких-то додиков, да, вообще вот считать, вот весь мир почему-то стал воспринимать программистов как, он должен быть умный. Программисты всегда были всегда гениальные программисты, да, вот возьмите 20 лет назад. Не, ну сравнительно программисты, сравнительно массы, программисты — это умные люди, это сложная структурная вещь, они понимают, разбираются, и не все это могут сделать, потому что как-никак это точные науки. Давайте там, если возьмем по факту, программист — это умный человек. Если мы говорим про общественную норму. Вот пример. Возможно, вот мой личный друг, технической мой части личный друг, которого я вначале считал, умный чувак, да, то есть я с ним подружился. Он из России, программист. Называть его имени не буду. Я помню, мы были в Остине, да, и пару лет назад вот была нашумевшая новость, вот прям вот открывается интернет, и сразу там директор Гугла, да, сказал, что вот этот искусственный интеллект, над которым они работают, он уже приобрел сознание. Помните, была такая шумиха? Бывали такие моменты. Не, вот это вот реально был прям такой прям фурор, и везде стали все новости друг другу передавать. И я ему говорю, смотри, чувак, смотри, как я тебе говорил, какие-то долбоебы работают в Гугле, да? Причем на уровне директора человек заявил, что у них их система, ну, их искусственный интеллект уже приобрел сознание, да? Ну, как бы я негодую ему говорю, да? А он такой в полном серьезе говорит, да, вполне возможно. Я такой, are you fucking kidding me? И я думаю, и про себя я подумал, ну, человек, которого я считал, оказался, что он, ну, долбоеб, да? А стоит ли судить человека за одно высказывание, и, возможно, это высказывание было там частью какой-то рекламной кампании? Ну, условно таки, хорошо, мы многое можем... Его же тоже, того же этого директора уволили. То есть, причем с таким намеком, что он чуть-чуть не дружит, оказывается, с головой. Но когда-то его приняли, когда-то, то есть, наверняка он умеет там писать код и так далее. Понимаете, писать код или каких-то технических, там, сложных, какие-то математические вещи делать иногда может и аутист, да? Ну, для массы это в любом случае это сложная вещь. Для массы. Если мы говорим про ваш круг... Для меня очень сложно класть плитку, кафель. Для меня это нереально сложно. И может быть кафельщик, который мудрее вас и меня вместе взятых. Возможно, он не закончил Гарвард, да? Но он может быть реально очень мудрый человек, который дружит с головой, который умеет какие-то логические цепочки выставлять, да? Ну вот, грубо говоря, окей, взять программиста, да? Программиста давайте оценивать по его скиллам программирования, да? Насколько он знает хорошо фундаментальные знания computer science, да? Насколько он структуру данных, системный дизайн, да? Насколько он это хорошо знает. Вот в этом смысле, то есть можно его оценивать, но он может быть дурачком, который верит в том, что Земля плоская. Фанатизм – это вообще другая вещь. Грубо говоря, давайте мы вернемся к другой теме, которая очень интересна, и это тоже очень сильно связано. Консенсус. Вы делаете на данный момент социальную сеть и открыто посылаете очень далеко Маска, Цукерберга, Дурова, и вы говорите, что они делают это все неправильно, они зажрались на деньги, получается, людей, и, соответственно, вы таким образом именно посылом и рекламной кампании, которая сильно, как называется, направлена на оскорбление других определенных людей, вы продвигаете свою социальную сеть. Ну, по крайней мере. Я бы не так это сказал. Ну, по крайней мере, по вашему сайту, который ты заходишь в Фуцак, получается, мы там в комментариях этот сайт еще поставим. fuzak.org, да? fuzak.org, да. И там ты заходишь, пошел нахуй, там написано Цукерберг, Маск, Дуров, и вы, соответственно, там объясняете, что вот эти люди зажрались,
И нам пора создать социальную сеть, которая будет принадлежать людям, и, соответственно, будучи, являясь частью этой социальной сети, вы можете быть его акционером. То есть, условно-таки, да, Да. если вы становитесь частью, вы активничаете там, вы можете на нем зарабатывать. Да. Расскажите про него. Да, может, я сначала расскажу вообще Да, про него, давайте. да? Называется соцсеть «Консенсус», да, Ага. вот лого, название. Вот я могу показать, наверное, сзади спину, да, вот так вот. Видно? Что там Да. написано? Вы можете прочитать? Мой английский очень сильно плохой, но я все же попробую прочесть. Why Mike clones like Zack, получается, Musk or Durov richer when you can enrich yourself? Consensus pays you, only consensus gives you shares. Да, да, то есть why make Zack or Elon Musk or Павел Почему Дуров делать rich, богаче? да? Зачем обогащать Ага. того же Цукерберга, Илона Маска или Дурова, да? Тогда как мы, как пользователи, могли бы обогащать самих себя, Да. да? Вот на основе этого что лежит? Вот возьмите любую соцсеть, да? Тот же Facebook, Instagram, да? Ценность любой соцсети создают сами пользователи. Они создают network effect, да? Вот. Ну, взять Инстаграм, миллиарды людей сидят во всем мире в Инстаграме, залипают, думскроллят на этих видео, да? В этот поток они пихают рекламу. Рекламодатели заинтересованы, потому что за счет того, что аудитория такая большая. Мы смотрим, мы тратим время, внимание. Инстаграм зарабатывает сотни миллиардов долларов рекламы. Но никто же не заставляет смотреть. Ну да. Ну, позвольте закончить. И эти деньги идут в карман в основном Цукербергу, да? Ну или тем же там, Маску, инвесторам и так Дурову. далее, да. Да. А тут идея лежит в чем? Вот платформа, которая для вас создана, для людей, да? Ага. Все, что вам нужно, это скачать приложение, зарегистрироваться, вы платите абсолютно ноль, вы ничего не платите, но вы сразу становитесь совладельцем этой соцсети, да? То есть акции этой корпорации будут вам отдаваться бесплатно, и в будущем, когда аудитория будет расти, доход от рекламы тоже будет распределяться между пользователями. Теперь, если мы вот планируем раздать до миллиарда пользователей, первый миллиард пользователей, да, они будут акционерами этой платформы. Теперь остальные нет, только вот 1 миллиард. Но это достаточно большая аудитория, да. И процент каждого вычисляется с помощью простой формулы. Чем раньше вы присоединились, чем больше людей вы пригласили, насколько вы были активны, да. И вот эти несколько факторов решают, какой у каждого человека процент. Да? То есть, грубо говоря, вы ни цента не платите, ни рубля, ни сумма, да? Вы становитесь акционером, и размер ваших акций определяется вашим же contribution, да, в эту платформу. Грубо говоря, это ваша компания, это ваша платформа, это ваша соцсеть, в ваших же интересах его расширять, да? Теперь у меня другой вопрос. Смотрите, хорошо, сейчас прошел несколько лет, вы набрали миллиард пользователей, и, соответственно, если вы там планировали приглашать людей из других социальных сетей для того, чтобы выровнять вот эту несправедливость, о которой вы говорите, но через, условно-таки, 5 лет, когда у вас миллиард пользователей, то же самое выравнение же не будет. У кого-то больше доли, кто больше зарабатывает, у кого-то меньше доли, кто меньше зарабатывает, у кого-то вообще доли не будет. Распределение же справедливое, да, то есть вот если вы поверили в этот проект, да, вы зашли, скажем, 5000 пользователям, да, вы пригласили там 20-30 друзей, убедили их, да, и сказали: смотри, это крутая идея, да, все, что нам нужно, это чтобы соцсеть расширялась, да, и чем раньше мы дойдем до критической массы людей, сначала это 1 миллион пользователей, потом 10, потом 100 миллионов пользователей, да, мы можем сказать: вот, смотрите, у нас уже 100 миллионов аудитория, эта платформа вот развивается, да, функционал улучшается, и у нас уже есть доход от рекламы к тому времени, правильно? И этот доход распределяется. Многие из нас стали там уже богачами, да, за счет этого.
Теперь, зачем нам кормить конкурентов, типа Инстаграма, либо Телеграма, либо Фейсбука, тогда как мы можем, вот наша платформа, которая принадлежит нам же, людям, самому человечеству, да, давайте массово удалять аккаунты на тех платформах, да, что это даст? Акции, стоимость тех корпораций, да, вот типа Facebook, Твиттера, они канут вниз, да, а акции платформы консенсус взлетят, да. То есть каждый человек станет еще богаче. И в итоге мы добьемся того, что будет глобальная, реально глобальная соцсеть, которая принадлежит каждому пользователю этой соцсети. Только миллиарду. Первому миллиарду, да. Не остальным. Остальные как в Инстаграме сидели, так и в Инстаграме. Ну, то есть в консенсусе, как Нет, в роли нет, у нас есть еще дальше проекты, то есть просто, грубо говоря, если там 7 миллиардов людей или там сколько, 8-9 миллиардов 8 сейчас. миллиардов. Да, ну, наверняка всего лишь половина сидит, да, в соцсетях. Теперь, смотрите, чем она отличается от той же модели, когда ты выделал, там, условно, такие Маск сделал или там Дуров делал. Никто такого не делал. Вот Нет, это смотрите, я много смотрите. вот этой ерунды слышу. Смотрите. Никто такого не делал, чтобы, во-первых, это настолько революционная идея, да, в истории человечества не было, чтобы полностью 100% компании раздавали людям абсолютно бесплатно, да, и тут сразу могут люди вспомнить, типа пирамида, МММ и так далее. Но это очень выглядит как пирамиду, то, что ты там элемент одного есть, приглашаешь. элемент есть, да, но в любой пирамиде либо вы сам как лох несете деньги, либо других лохов приносите, которые чтобы они приносят давали вам деньги, деньги, и вам да? дисконт был. А здесь всегда будет бесплатно, всегда будет юридически закреплено, прозрачно, справедливо, да, и достаточно прикольная тема. То есть, Не, я что имел в виду? тот же самый биткоин. Помните, в биткоине можно было майнить, правильно? Нужно было Сейчас майнить. уже все, нельзя. Ну, сейчас сейчас сложнее. тоже можно, нужны Сложнее большие вложения, да. Я сам, например, я помню, в начале самом верил очень в биткоин, пока я потом чуть-чуть не покопался, я понял, что вместо того, чтобы чесать вот так, они вот так вот чешутся, да. Но сама концепция блокчейна, идея, ну, хорошая, да. Просто нужно было придумать это чуть-чуть лучше. Он не смог придумать, он придумал как есть, а люди сейчас чисто из-за хайпа покупают этот биткоин. Да. Теперь смотрите, я что имею в виду, например... А здесь все продумано, все классно. И помимо акций, да, то есть помимо акций, помимо дохода от рекламы, само приложение вы можете скачать в App Store, в Android, вы можете скачать, оно очень хорошо сделано. Помимо, допустим, вот этих основных аспектов, да, вы еще... у нас еще как бы аспект модерации, свободы слова, да, самой рекламы, то, как реклама будет там показываться. Все сделано очень уникальным, новым способом, который вообще мир еще не видел. Что я имею в виду? Смотрите, условно таки, у вас есть ваши акционеры, это первый миллиард пользователей. Да. В аналогичных компаниях, условно таки в социальных сетях, акционеры были это первые там 10-100 человек, которые не только присоединились к этой социальной сети, но и вложились для того, чтобы всю эту экосистему создать. Да. И, соответственно, сейчас они получают эти дивиденды. Это, да. Например, тот же самый Цукерберг со своими да. Группой инвесторов. Тот же Питер Тил, который да, единственное, это не миллиард людей, а 100 людей. Да. И механизм примерно, если взять только по этой части, одинаковый. То, что... Нет, смотрите. Они же вкладывали деньги, правильно? Инфраструктуру. Создание инфраструктуры. Да, они вкладывали деньги свои. Да? Питер Тил, один из первых инвесторов, который поверил в этот... Он вложил, если память не изменяет, $500 тысяч, да, дал Цукербергу. Те же там Цукерберг и его команда, они тратили свое время, создавали, писали код и так далее. Да? А здесь вам ничего не нужно делать, кроме как просто скачать приложение, пригласить как можно больше друзей. Чем больше кто будет это делать? Вот, условно таки, смотрите, эта же инфраструктура само по себе создаваться не будет. По мере роста нужно будет, например, то же самое. Я же создаю, я уже создал. То есть для вас, для людей уже сделали, уже платформа есть, но сейчас механизм запущен.
Я имею в виду, что сейчас, когда там 100, 200, 1000 людей, Да, вы можете это контролировать. да. Но когда это до сотни тысяч людей дойдет, одним вашим усилием и там десятками тысячами Конечно, долларами это конечно, не уравнится. да. Откуда эти деньги будут? Конечно. Ну, давайте сначала, как бы, да, я понимаю, о чем вы, я с вами согласен. Всегда будут проблемы. Помимо, допустим, масштабирования, помимо всего остального, когда мы, допустим, дойдем до 100 миллионного, я уверен, у нас будут политические риски, да, вот как вот правительство США забанило TikTok, да, на пару дней. То есть очень много у нас будет проблем, но все проблемы у нас, во-первых, есть решение, и мы решим по мере того, как эти проблемы будут поступать. Сейчас главное донести до людей, насколько гениальна эта идея, да. Да, это моя идея, как бы, наверное, не скромно назвать ее гениальной, но кто-то, если бы кто-то другой сказал, смотри, чувак, простая схема, люди, вот мы распределяем все акции, дойдем до критической точки, да, критической массы людей, а там мы все массово бойкотируем Инстаграм, Фейсбук, и за счет этого мы опять-таки богатеем. Да? Нет, смотрите, по вопросу Это о том, борьба против Big Tech, да? Это борьба против вот этого устоявшейся модели, где какой-то додик, которому повезло, он там получил венчурных... Оказаться в нужном месте в нужное время с нужными Да, деньгами. да, да. И вот он сейчас живет за счет тех же людей, за счет их данных. Мало того, почему вот Facebook, Instagram, тот же Twitter это зло? Во-первых, там алгоритмы, да, они манипулируют нашим сознанием, тем, что мы поглощаем. Они решают, то есть это вот маленькая точка в мире решает за весь мир, что мы можем видеть, что мы можем смотреть, а что мы не можем смотреть. Да? Яркий тому пример. Например, происходит геноцид. Да? Мне все равно там, кто вовлечен. Я не за ту сторону и не за эту. Но факт, происходит геноцид. Да? Об этом вы пытаетесь, допустим, шерить, да, поставить, поделиться. Да? Вас тупо либо шэдоубанят, либо просто не выходит. Просто почему? Потому что, например, тот же Twitter и Facebook, оказывается, давно у них есть такой отдел, как Trust and Safety, да, и в этих отделах очень давно работают агенты, бывшие агенты ЦРУ и бывшие агенты ФБР. И это не какая-то либо конспирология и так далее. Вы можете загуглить, сами убедиться. Я с вами в этом, согласен касательно да? того, что есть определенная цензура в социальных сетях, и не всегда в пользу, условно таки, владельцев, в пользу определенных стран манипулируется пропаганда, которая там ведется. Да, ну это же печально. Теперь смотрите. Помните, у меня, по крайней мере, лет 20 назад, когда вот эти вот только-только создавались соцсети, да, там Twitter, когда вышел, да, у меня была надежда, вот, наконец-то технологии развиваются, да, и наконец-то вот скоро будут такие платформы соцсети, с помощью которых обычные люди, обычный народ может добиться справедливости, может добиться свободы слова, может добиться освещения каких-то вещей, да, публичных. Но да? одно дело, Но на деле оказалось, их быстро приструнили, их быстро решили все контролировать, да, и мы просто привыкли за отсутствием чего-то альтернативного. Ну, тот же Маск, например, тоже об этом указывал, сказал, понтовался, что вот теперь Twitter, когда он купил, будет там абсолютная свобода слова. И где она? Когда ему удобно, там есть. Когда ему неудобно, он тупо банит. Хорошо, почему консенсус таким не станет? Хорошо, вот он привлек, условно таки, столько людей, почему он таким не станет? Хороший вопрос. Да, я сейчас же отвечу. То есть все вот эти вот моменты, где если, что, это, на все есть решение. И конкретно у меня есть. Теперь, насчет модерации, свободы слова. Да? Во-первых, абсолютной свободы слова быть не может. Да? Соответственно, вы подтверждаете, что определенные... Нет, я был бы за. Но есть какие-то очевидные вещи, да? Порнография, призыв к насилию, да? Наверное, вы и я можем, и все человечество, да, можем согласиться с тем, что какие-то вещи не должны быть в платформе, да?
в любой платформе, даже в той, где... Какие-то, да. Например, тот же Какие-то самый очевидные вещи. призыв к насилию, условно таки, да, Да. или призыв к каким-то митингам и так далее, очень сильно зависит от контекста, который они проходят. Не будет ли так, что, например, страны, будут блокировать то же самое сейчас, что делают с Телеграмом, потому что, например, вы опубликовали какой-то там про какого-то чиновника в какой-то там Уганде, условно таки, а вам пришел запрос, Уганда говорит, убираешь этот пост, потому что это нарушает определенные политические моменты. И вы такие нет. А вас блокируют в Уганде, во-первых, как социальную сеть, во-вторых, человека, который у вас, а-ля там социальную сеть свободы слова, его, грубо говоря, сильно наказывают. Хорошо. Что с этим? Умеет, вот я не успел про модерацию, да, рассказать, потому что Не, ну, соответственно, это связано. Модель, да, связано. Вот как раз, может, продолжу сразу, да, возвращаясь к модерации, да. То есть, вообще я сторонник за тем, чтобы была абсолютная свобода слова, да. Но для этого не все достаточно образованные, да, то есть вот этот момент, где абсолютная свобода слова не может быть в принципе, мы с вами согласны, правильно? Окей, То есть конечно, какая-то конечно. должна быть. Почему? Да. Потому что вы не хотите заходить в платформу, где один шлак, мусор, правильно? Какие-то очевидные вещи не должны быть там. Теперь проблема модерации в чем? В том, что, как я уже говорил, маленькая точка мира, да, Кремниевая долина в данном случае, и там маленький отдел Trust and Safety, да, где кишат эти бывшие агенты ЦРУ и ФБР, они сейчас на данный момент по факту, они решают, что весь мир может говорить, а что не может говорить. То есть они модерируют, да. Даже если бы это не они были, а, допустим, не знаю, маленькая армия модераторов в Кремниевой долине, даже у них есть свой байс, свое мировоззрение, да. То есть, или же правительство США, да, то есть оно тоже очень часто бывает неправым, однобоким и так далее. То есть модерация не должна происходить как бы внутри одной организации или одной платформы. Поэтому что мы сделали, что я придумал? В консенсусе в платформе модерация будет распределена по всему миру глобально, да, то есть если по всем пользователям сделать тоже немного нецелесообразно, неэффективно, я придумал такой метод, взять как модерацию Википедии, да, Википедия это публичная... Голос большинства. Не то чтобы большинства, ну вот представьте группу людей из 20, условно говоря, или 200 модераторов в каждой стране, в той же Уганде, в Японии, в Швейцарии, в Аргентине, то есть в каждой стране, да, и в каждую группу, да, вот из этих модераторов, там какой-нибудь пост флагнули, да, отметили как не знаю, ну, отметили опасным или там порнографией и так далее. Какие-то очевидные вещи мы можем представить, что они сразу скажут, да, это не должно быть здесь, да, на этой платформе, потому что это очевидные вещи. За счет того, что будет распределение этих модераторов в каждой стране, в каждом регионе, это будет помогать, чтобы вот этого байса не было, чтобы не было, то есть какой-то менталитет местный, да, культурный, того же региона или страны не сыграла роль в объективной оценке того или иного высказывания или контента, понимаете? То есть у меня некая, как бы, может быть, наивная, но вера в том, что есть некое коллективное глобальное сознание людей, да, сформированное вот тысячелетиями, да, благодаря науке, литературе, истории и так далее. И оно как бы может себя проявить и достаточно быть объективным, да, более-менее. Ну, да, возьмите тот же Википедия, да, он не 100% корректен. Он открытый. Да, Любой но может редактировать. как минимум на 90% мы можем с Опираться. уверенностью сказать, опираться, что даже если вот я возьму, напишу, скажу, что вот Умед, он следующий Эйнштейн, и он опроверг формулу Эйнштейна, и там всякую ерунду написать, да, эта статья будет пару дней там стоять, наверное, но в долгосрочной кто-то скорректирует, исправит. Да. То есть вот
То есть мы, грубо говоря, взяли вот эту модель, улучшили, распределили по всем странам мира, да, и как бы моя вера, мое предположение, что это лучше, чем что-либо сейчас есть, да. Сейчас вы активно призываете вот эту социальную сеть, консенсус, вы его можете скачать, получается, в целом по Play Market или в App Store. Вы призываете активно через вот этот сайт ваш, через сайт самой платформы удалять, получается, бойкотировать миллиардеров, удалять Facebook, Instagram, Twitter. Да, только не сейчас, а когда до критической массы дойдем, до 100 миллионов дойдем, допустим, да, и мы тогда они уже увидят эффект. Не тогда, сейчас. Да, не сейчас. А как вы дойдете до критической точки, если они сейчас не удалят и к вам не присоединятся? Наоборот, нам нужно, чтобы они как можно больше использовали другие платформы, да, существующие, и распространяли об этой новой социальной сети консенсус. А да. не будут ли другие социальные сети блокировать то, что вы делаете? Если Будут, да, определенные будут, конечно, будут. И нас и заблокировали. Вот мы в ТикТоке запустились. За 2 недели буквально у нас было 95 тысяч просмотров и там сотни комментариев, что это крутейшая идея. Но это мы запустили до того, как мы запустились, да. И люди начали мне отправлять скриншоты того, как они уже удаляли свой Твиттер, свой Инстаграм. И я им писал, что не надо удалять пока, да, там просто, может быть, коммуникация была неправильная. Сейчас не нужно удалять. Идея в том, что когда мы наберем критическую массу, да, люди, да, человечество, да, все, что нам нужно, это 100 миллионов пользователей. Это не так уж много. Это огромное количество. Это Нет, 3 Узбекистана. Ну, да, но учитывая то, что у нас такая крутая идея, что в интересах каждого, чтобы эта соцсеть разрасталась, да, я думаю, рано или поздно мы дойдем до этого. И вот мы дошли, скажем, да, и люди уже тогда поймут, да, нафига нам кормить того же Додика Цукерберга или Дурова, да, тогда как вот в этой платформе уже весь функционал сделали для нас, да, и в наших же интересах быть только здесь, уже тогда, только тогда, да, то есть нужно сначала дойти до этой критической массы. Хорошо. Большинство фаундеров, они в своем, грубо говоря, опыте показывают и рассказывают, продвигают эту идею. Почему вы не удаляете социальные сети и все еще пользуетесь активно Инстаграмом, Фейсбуком? Лично я? Да. Конечно, ну, во-первых, я создаю соцсеть. Мне нужно смотреть, какие функционалы в других, как они друг у друга воруют, тупо говоря, да? Вы сказали, что вначале, что вы не верите в концепцию того, что люди крадут друг у друга. И сейчас вы говорите, что вы должны смотреть, как это все работает. Ну, смотреть это одно, копировать другую. Вот даже вот возьмите мою платформу, да, там взять, допустим, аспект модерации, рекламы, даже вот голосовалка, да, такая, которую вы нигде не видели. Ну, вот, это голосовалка, просто по UX она по-другому сделана. Ну, то, не что ты только там по где-то UX, нажимал... Вы видите сразу, когда вы голосуете, вы видите разбивку по странам. Очень красивый там UX, UI. Кстати, да, правильно? это очень хороший, интересный Вы видите по полу, да, по половым признакам, что мужчины проголосовали, что женщины. Вы видите по возрастным этим категориям. То есть вы видите, грубо говоря, что весь мир думает на тот или иной вопрос. Будь это политический, будь это социальный вопрос, да? Сейчас вы два проекта продвигаете. Это консенсус и, получается, проект по бескомиссионным финансовым переводам. Да. На чем они будут... Заметьте, и тот, и этот уникальный, потому что все остальные либо снимают какие-то комиссионные, Но да, на том они и живут. Да. А вы на чем будете жить? У нас есть, это наша проблема. Ну, я бы сказал, что на наших два, но, к сожалению, вам это не поможет. Не, на чем мы будем жить, это, во-первых, наша проблема, да. Главное то, что мы же людям делаем хорошо, правильно? Вы же будете управлять этим всем. То есть, условно таки, смотрите, вы говорите о том, что здесь есть свобода Я и думаю, так далее. вы предполагаете, что мы не знаем, на чем зарабатывать. Мы знаем, на чем зарабатывать. Не, ну до того момента, когда критическая масса наберется. До критической массы? Ну, как я говорил, что? Этих много. Все эти моменты мы учли. Я могу просто часами сидеть и рассказывать на конкретный ваш вопрос, да? Так. Вот, ну, например, возвращаясь к какой-то политик в Уганде, да? Не, модерация, хорошо, Да. модерация будут получать зарплату?
Скорее всего, будут, да. Скорее всего, да. Может быть, какие-то даже акции будут получать, мы выделим это, да. Опять-таки, какие-то такие вещи, да, до которых мы еще не добрались, да. Нужно как бы... Все эти моменты, во-первых, что я хочу сказать, они решабельны, они решаются, или у нас есть уже solution, да, но не в этом суть. Суть в том, что настолько уникальная, классная идея, это не просто идея, уже есть платформа, она абсолютно бесплатна, это уже решение проблемы. Огромная проблема существует в мире, где, условно говоря, элита, будь это миллиардеры, да, это вот эти tech bros, да, техническими, там, Цукерберг, Илон Маск и так далее, либо это коррумпированная власть, да, они делают, что хотят, творят, что хотят. А мы должны терпеть и это хавать. Мы же да? это сами выбираем. Ну, условно таки, никто не Вот заставляет. Вот именно, что я это не выбираю. Но вы Вот же именно Instagram я не пользуетесь? просто это критикую. Я придумал решение, которое работает. Гипотетически мы же можем, например, устроить войну против тех же миллиардеров, да, технологических, да, того же Питер Тила, Цукерберга и так далее. Потому что они не во благо нас что-то делают, а во благо своей жадности, да, и так далее, своего продвижения. Вот. То есть в Америке уже давно поняли, что вот эти технократы – это зло, да. Ну, по крайней мере, но аудитория никто не растет. придумал, как с ними бороться. Да? А я придумал конкретное решение, которое конкретно обогащает каждого человека. Вот, допустим, Только мы распределим... Вот миллиард. Теория миллиарда. Миллиард – это существенно. Ну, а остальные вот смотри, миллиарды... даже несмотря на то, что да, мы миллиарду человек раздадим акции, да, допустим, условно говоря, вы пользователь номер 10 тысяч, да, и вы пригласили там 50 друзей, успешно пригласили, и вы были активными там ближайшие, да, 3-4 года, да, вы примерно, я сейчас точно не могу сказать, но по формуле, если посчитать, у вас будут чуть ли не 100 миллионов долларов, да, исходя из того, что если мы будем учитывать, что, допустим, капитализация Фейсбука сейчас примерно 2 триллиона долларов, да, а учитывая уникальность этой идеи и в том, что как бы благодаря механизму incentivizing, да, благодаря механизму, где мы распределяем акции в интересах людей, чтобы эта соцсеть разрасталась, и мы когда дойдем до критической массы, да, уже тогда у нас капитализация тоже выстрелит, да, учитывая вот эту вот капитализацию в 2 триллиона долларов, как минимум, да, а у нас будет еще больше. И если распределять среди 1 миллиарда людей, существенная, да, вот если представить такой график, существенная часть людей станут мультимиллионерами. Согласен. Бесплатно, абсолютно бесплатно причем. То есть кто в истории человечества говорил: вот, смотрите, миллионы людей, я вас обогащу, сделаю вас миллионерами, да? Мне кажется, на один выпуск мы не сможем все это собрать, но мне на самом деле очень интересно, да, как называется, вот эта мысль того, что, грубо говоря, вот эта платформа сама, я зарегистрировался, я в целом, как называется, использую, и очень надеюсь, что, грубо говоря, в ближайшем будущем мы увидим какие-то результаты там, и я могу свои подкасты там тоже публиковать. В целом. Дай бог, да, спасибо. И в общем, спасибо вам большое. У нас, условно, такие 2 часа мы уже снимаем. Общение так быстро прошло, честно, это прям Я удивительно. тоже не заметил, потому что прошло. мы обычно, когда там записываем, у нас там через где-то час это сильно чувствуется. Но это общение очень сильно быстро прошло. Спасибо вам большое. Все ссылки мы оставим в комментариях для того, чтобы данная социальная сеть продвигалась, и мы могли... Ну, я один из, как мне кажется, из первых пользователей, поэтому я тоже стал миллионером. Так или иначе, так с помощью этого, или с помощью YouTube, или с помощью других. Поэтому спасибо Пару вам слов, большое. если можно, я хочу сказать. Конечно. Я выступаю, опять-таки, не чтобы сказать: вот, я самый умный. Я уверен, у многих такое впечатление будет, да, потому что я уже там много лет живу, заметил, да. Я просто хочу какие-то вещи, которые мне были очевидны, да, и малому кругу людей, но большинству не очевидны, да. Я хочу вот какие-то вещи сказать, которых никто нигде не говорил, да, а люди не знают, а люди просто тупо верят, да, там, словам того же Дудя, Дороничева и так далее, да.
возможно, много критики было в том, что я говорил, да, потому что я Всё нормально. критичный человек. Ну и плюс вот эту свою соцсеть, да, это как бы, по сути, это я придумал, я создал, но я буду иметь 0% с этой соцсети. По сути, это соцсеть для людей. For the people, by the people. Да? То есть каждый человек является совладельцем. Это, по сути, это ваше. Вы будете больше иметь акций, чем я когда-либо. Да? Я буду иметь 0 с этого. Все. Вот. Спасибо. Джахангир, спасибо вам большое. Мы на этом заканчиваем. Ребят, всем спасибо. И я очень надеюсь, что я думаю, что мы, скорее всего, второй дубль сделаем. Да, давайте что нам- посмотрим, если людям зайдет. Да, Если не посмотрим, как закидают оно пойдет. камнями, скажут, Ну, что за сам типа камни. долбоеб, а всех называют долбоебами и так далее. Друзья, ссылки будут в описании, поэтому следите за Джахангиром, ссылка на его инстаграм, на его социальные сети, и в том числе на его страницу в консенсус будут тут. Спасибо, всем пока.